Приветствуем вас на канале HiRise. В первой части мы уже показали 15 популярных мест Паттайи, но мы оставили за кадром еще десятку, без которых картина будет неполной. Сегодня вы увидите горы и зоопарки, водные парки и тропические сады, пляжные острова и смотровые с видом на весь город, а также вечернюю Паттайю, которую знают во всем мире. Это вторая часть – 10 популярных мест Паттайи, которые стоит увидеть своими глазами. Поехали! И начнем мы сегодня с прекрасного парка Нунгнуч. Это один из самых масштабных и ухоженных парков в Паттайе, где можно увидеть более 2000 видов растений со всего мира, от редких орхидей до экзотических пальм и гигантских кактусов. Отдельная фишка этого парка – зона с фигурами динозавров в натуральную величину. Их здесь сотни, и выглядят они настолько реалистично, что многие туристы делают фото, будто в кадре сцена из парка юрского периода. Территория разделена на тематические зоны – французский сад, английский парк, японский уголок, сад кактусов. Есть смотровые мостики, с которых открываются панорамные виды на всю эту зеленую красоту. Парк настолько большой, что без электрического багги здесь легко намотать километры пешком. Так что планируйте минимум полдня на эту чудесную прогулку. Као Кхео – один из самых больших зоопарков Таиланда, который находится всего в часе езды от Паттайи. Здесь живут более 300 видов животных, от величественных слонов и жирафов до экзотических носорогов и белых тигров. Особенность этого места – просторные вольеры, которые создают ощущение, будто звери находятся не в зоопарке, а в своей среде обитания. Ты гуляешь среди зелени, вокруг звучат птицы, шуршат листья, и время от времени слышен вдалеке даже рев львов или носорога. Территория зоопарка разделена на несколько тематических зон: африканская саванна с жирафами и зебрами, тропический лес, птичий парк и контактная ферма, где можно подойти к животным, погладить и покормить. Корм можно купить сразу и в парке, это отдельная история. Жирафы аккуратно тянут шеи к рукам, а парочка самых дружелюбных обитателей не уйдет без угощения. Обходить всю территорию пешком реально тяжело. Лучше заранее на прокат взять гольф-кар. Это удобно, быстро, и при этом можно остановиться там, где понравится. Ведь это место, где можно задержаться надолго, и с детьми, и просто чтобы побыть наедине с природой. Поэтому обязательно закладывайте как минимум полдня на посещение, иначе не увидеть всего, на что стоит посмотреть. Если вам хочется немного фана и нестандартных фоток, загляните в Луи Тюссо Waxworks Museum в Паттайе. Это не тот самый известный музей восковых фигур, но как бы его младший брат. Все поделено по тематикам: знаменитости, герои фильмов, ужасы, политика, за это лайк. Но готовьтесь, некоторые фигуры выглядят очень странно. Серьезно, есть такие супер пластиковые экземпляры, что не сразу и поймешь вообще, кто это. Иногда кажется, что они двигаются, но нет, это просто эффект от освещения и теней. Атмосфера специфическая, но в этом и прикол. Главное, сюда можно прийти, чтобы пофоткаться, поснимать видео, посмеяться и провести 30 минут-час без напряга. А в самом конце вас ждет бонус: можно сделать слепок своей руки из воска. И это реально прикольно, если вы с кем-то и хотите забрать необычный сувенир. Columbia Pictures Aquaverse – это не просто аквапарк, а настоящая киносказка под открытым небом.
Расположенный в Паттайе, он открылся в октябре 2022 года и стал первым в мире парком, полностью брендированным под фильмы Columbia Pictures. Здесь вы попадете в мир культовых блокбастеров от Ghostbusters и Jumanji до отеля Трансильвания. Каждая зона — это отдельная киноистория, в которой можно не просто гулять, а активно участвовать, кататься, визжать, смеяться и делать селфи с любимыми героями. Это крутейшее акваразвлекательное пространство в Юго-Восточной Азии, 9 экстремальных горок, уникальная детская зона, бассейн с волнами и даже кинотеатр прямо в воде. Лежите на плюшке, смотрите фильм на огромном экране, а вода качает вас на мягких волнах. Совет: бронируйте зонтик или кабину заранее. В пиковые часы тень становится настоящим сокровищем. Еда на любой вкус, от тайской кухни до классических бургеров и пиццы. Планируйте минимум 4-5 часов, чтобы не спеша покататься с нескольких горок, расслабляться в бассейне и сделать пару удачных кадров на фоне декораций из любимых фильмов. Акваверс — это не просто водные горки. Это эмоции, свет, смех и настоящий Голливуд прямо в тропиках. Mountain Zoo Cafe – место, куда хочется вернуться. Это не просто кафе, это место, где ты можешь по-настоящему выдохнуть, поесть хорошую, вкусную еду и пообщаться с животными. Не в формате зоопарка, где все за решеткой, а в уютной, такой камерной обстановке, будто ты приехал к знакомым на ферму. Здесь можно провести пару часов точно. Дети будут в восторге от живности, ну а взрослые от спокойствия и атмосферы. На территории живут львы, страусы, пони, козы, свинки, альпаки, еноты, капибары и даже редкие белые буйволы. Многие свободно гуляют по территории, можно подойти, покормить, понаблюдать. Это совсем другой уровень взаимодействия, нежели в обычных зоопарках. Само кафе с аккуратным интерьером, кондиционером и хорошей террасой с видом на холмы. Есть тайская кухня, напитки, десерты, все по-честному, вкусно и чисто, без туристического пафоса. Сюда приезжают семьями, парами, даже в одиночку, чтобы просто отключиться от суеты и пообщаться с животными. Если не знаешь, куда поехать в Паттайе на несколько часов, это отличная идея. Лучшее время утром или ближе к вечеру, когда не так жарко, а животные более активны, хотя тени там предостаточно. Легендарный вид на город с высоты. Если вы искали то самое место, где Паттайя открывается во всей красе, вот оно. С вершины холма Пратамнак открывается панорамный вид на весь город, бухту, пирс Балихай и зеленые холмы за горизонтом. Особенно красиво здесь на закате, когда небо окрашивается в мягкие оранжево-розовые тона, а город снизу зажигает огни. В центре площадки бронзовая статуя адмирала Карета Абакадита, основателя Королевского флота Таиланда. Местные жители и по сей день приносят сюда цветы и благовония, выражая уважение и почтение. Это не просто смотровая площадка, а место, в котором чувствуется культурный дух и история. Площадка благоустроена, есть парковка, скамейки, чистые дорожки и зелень вокруг. Подходит для короткой остановки в течение дня или романтического визита ближе к вечеру. Рядом можно заехать к Big Buddha, Chinese Temple и на сам холм Пратамнак. Важное замечание: использовать коптер в данной области запрещено. Легендарное шоу, прославившее Паттайю на весь мир – Тиффани шоу.
основанное в 1974 году, стало первым в Азии и одним из самых известных кабаре-шоу в мире. Здесь нет пошлости или вульгарности, это высококлассный спектакль с потрясающими костюмами, декорациями, светом и музыкой. На сцене настоящие бриллианты тайской индустрии развлечений, танцующие, поющие и перевоплощающиеся в героинь мировых мюзиклов. Есть номера в стиле Кореи, Индии, Китая, Вегаса. Каждое выступление будто телепортирует тебя в другую страну. Битва блеска, танцев и эффектов, альтернатива шоу Тиффани, не уступающая в масштабе, это Альказар кабаре-шоу. Если Тиффани — это классика, то Альказар — это шоу-пушка. Больше лазеров, больше света, больше танцев. Все очень по-азиатски, пышно, громко, максимально визуально. Альказар любят за энергию, драйв и постановки с долей юмора. Некоторые номера здесь даже эпатажнее, чем у Тиффани. Подходит тем, кто хочет шоу с акцентом на яркость и развлечение, а не только на эстетику. Кажется, про эту улицу слышал каждый, кто хоть раз задумался о поездке в Паттайю. Сотни баров, клубов, неон, музыка, тысячи людей – туристическая мекка ночной жизни Таиланда. Но если копнуть глубже, то становится ясно – Уокинг-стрит – это больше, чем просто вечеринка для туристов. С 1975 года улица официально стала пешеходной в ночное время и с тех пор не перестает меняться. Здесь постоянно открываются новые клубы, бары, шоу-программы, живая музыка, концептуальные места. Старые заведения закрываются, на их месте что-то свежее, трендовое, странное и абсолютно уникальное. Поэтому даже если ты был здесь пару лет назад, это уже другая улица. Мы лишь приоткрываем занавес. Многое из того, что происходит на Уокинг-стрит, не снимают на камеру. Часто нельзя. Но это не значит, что этого нет. Уокинг-стрит — это опыт, это эмоция, это место, куда точно стоит прийти хотя бы раз, чтобы увидеть, почувствовать, понять, почему эта улица стала легендарной. Всего в 40 минутах на пароме или 20 минутах на скоростной лодке ты оказываешься в другой реальности. Белый песок, бирюзовая вода, настоящий тропический остров с чистыми пляжами, панорамными точками и атмосферой полной перезагрузки. На Калане сразу несколько пляжей, каждый со своим вайбом. Есть более уединенные, где почти нет людей. Есть и очень популярные, с кафе, водными активностями и шумной жизнью. Можно арендовать байк и объехать весь остров за день, останавливаясь в самых красивых точках. А можно просто провести день на одном из пляжей, лежа под пальмами и забыв, что ты в 15 минутах от мегаполиса. Калан – это место, где даже воздух будто другой. Приезжают сюда не только туристы, но и сами тайцы, чтобы сбежать от суеты и побыть наедине с морем. Это не курорт для галочки. Это остров, в который хочется возвращаться снова и снова. Еще больше уникальных и атмосферных локаций не только в Паттайе, но и в самом сердце Таиланда, Бангкоке, вы увидите совсем скоро. Поставьте лайк этому видео и подпишитесь, чтобы не пропустить.